Современным читателям для того, чтобы лучше понимать авторов журнала «Настоящее», которые творили в 20-е годы, важно понимать не только художественный контекст той эпохи, в котором они находились, но и общий экономический контекст, потому что 20-е годы — это годы, когда этот контекст влиял на людей особенно сильно. Для того, чтобы мы понимали, за 15 лет, с 1915 по 1930 год, в нашей стране сменилось 3 экономических модели, и наступала 4-я. И эти модели были очень разные. И это происходило не просто в течение жизни одного поколения, а в течение буквально 10-15 лет. И это не могло не влиять на всех людей, и, конечно, не могло не влиять на авторов «Настоящее». Причем, если сейчас экономический контекст — это что-то про то, что у нас повышаются цены, или там лучше или хуже обстоит ситуация с рабочими местами, то тогда экономический контекст — это полный слом привычного уклада жизни. И я сейчас попробую очень кратко охарактеризовать вот эти эпохи, через которые проходили авторы журнала, а вместе с ними и все граждане страны Советов. Начинать нужно, наверное, с революции и с домашних заготовок большевиков. И я здесь скажу свое личное мнение. Ленин и товарищи, на мой взгляд, были честными людьми, потому что после революции они пытались реализовывать ровно те идеи, о которых они писали до революции. И если мы сейчас читаем предреволюционного Ленина или его статьи 17-18 годов, начала 18 года, то у них было некоторое представление о том, что достаточно взять власть, и после этого сами экономические преобразования, они будут не очень сложные. То есть они представляли, что капитализм — это как плотина на пути производительных сил, которые уже переросли тот уровень развития, и достаточно будет этот завал убрать, чтобы экономика уже стала развиваться лучше. То есть каких-то специальных мероприятий по стимулированию экономического развития, в общем, делать не понадобится. Поэтому в начальной программе, этой предреволюционной, стояли задачи национализации всех банков и объединения их в один. Потому что уже тогда было понятно, что тот, кто знает банковские проводки, тот в целом представляет ситуацию на предприятиях. И сейчас мы говорим, что банковская тайна — это очень важно, потому что если я знаю о том, как ты тратишь деньги, то я, в общем, знаю о том, кто ты такой и как ты живешь. И 100 лет назад это уже было понятно тоже. Поэтому считалось, что если мы объединим банки в один, ликвидируем коммерческую тайну и будем смотреть на показатели банковского учета, то это уже даст нам представление обо всей экономике в целом. То есть как раз говорилось, что нам принципиально не надо ничего нового строить. Как раз капитализм создал уже эти структуры, которые позволят нам достаточно быстро и просто наладить общегосударственный контроль. Ну и, собственно, контроль, рабочий контроль, вторая важнейшая идея. Опять-таки, нам не нужно полностью национализировать все предприятия на второй день после революции. Нам даже не нужно их отбирать у старых владельцев. Мы вводим рабочий контроль, когда прежние владельцы обязаны по первому требованию рабочих объяснять им, что они делают, как и зачем. И рабочие будут какое-то время просто наблюдать, учиться, через какое-то время они выучатся управлять предприятием и смогут это делать уже самостоятельно. Соответственно говоря, не стояло никакой тотальной национализации, такой на второй день после революции. Говорилось, что мы должны национализировать самые важные предприятия для того, чтобы занять то, что называлось командные высоты. И очень интересно читать наметки Ленина о том, как, собственно, должно было выглядеть социалистическое общество будущее. Потому что, разумеется, там нет никаких идей о том, что это будет какая-то тоталитарная структура, где наверху верховный вождь, который, всех остальных просто жестко над ними доминирует, а остальные, как винтики в машине, просто делают то, что он скажет. Нет.
Ленин говорил о социализме коммун. Он говорил, что все общество будет построено как сеть потребительско-производственных коммун. Коммуна занимает размер примерно одной волости, если это на селе, либо размер там, квартала или части улицы, если это город. И внутри этой коммуны есть какое-то производство, и есть правление хозяйственной этой коммуны, поскольку была власть советов, и она была построена по иерархическому принципу, то есть вот есть местные советы, они выбирают советы там, областного уровня, и из них выбирается уже съезд советов всероссийский или потом всесоюзный, который является высшей властью страны. Вот при каждом совете есть хозяйственный отдел, Совет народного хозяйства. Или думали, что, может быть, он будет называться снабсбытком, потому что он будет заниматься снабжением и сбытом. Но в любом случае внутри вот этой коммуны есть какой-то орган, который учитывает потребности коммунаров и который учитывает то, что они произвели. Информация об этом через вот эту банковскую систему поступает как бы вот в единый центр, и она доступна другим коммунам. И дальше эти коммуны обмениваются между собой. То есть вот я говорю, что вот в моей коммуне мы произвели, там, я не знаю, хлеб, а нам нужен, я не знаю, мясо. А в другой говорят, а мы произвели мясо, а нам нужен хлеб. То есть внутри коммуны нет никаких товарно-денежных отношений, потому что, значит, учли потребности всех коммунаров, учли их труд, а потом, когда коммуна вот, обменялась, либо закупила, из заметок не очень понятно, будет ли товарообмен между коммунами, или может он сначала будет товарообмен, потом продуктообмен. Но, во всяком случае, они получили, как бы, свои товары либо продали, либо сдали, получили недостающие товары и раздали всем коммунарам по труду, то есть учет трудового вклада каждого. Таким образом, у нас есть вот такая вот сеть, но над ней есть какой-то орган, который вот является скорее координирующим. Предполагалось, там буквально через 2 недели после революции создали ВСНХ, Высший совет народного хозяйства, и он предполагался, во-первых, единственным хозяйственным органом, то есть когда стали появляться другие какие-то наркоматы, народные комиссариаты по нашему министерству, то это было уже некоторое отступление от вот первоначального замысла. Предполагалось, что есть один наверху хозяйственный орган, и он скорее координирует хозяйственную деятельность коммун, чтобы они друг другу не мешали. То есть он вот не давит на всех, что вот я вам сказал это делать, а просто чтобы не было вот такого, ну как сказать, встречного движения. То есть это такая система достаточно демократичная, которая растет снизу, которая базируется на вот таком соучастии этих коммунаров. И подразумевалось, Лениным, по крайней мере, что возможен добровольный централизм. То есть когда встает вопрос, что с одной стороны вроде бы вот эта деятельность хозяйственная, она вроде бы такая вот ну, самостоятельная, но одновременно плановая. И вот он как раз говорил, что для того, чтобы это стало реальностью, надо, просто все же понимают, что по плану работать лучше. Лучше работать так, чтобы друг другу не мешать. Лучше объединять усилия, чем конкурировать. И на этой основе вот сознательность этих коммунаров, она будет достаточно высокой, чтобы они понимали, что если вот ВСНХ — это их собственные делегаты, то есть ВСНХ, он как бы президиум Высшего совета народного хозяйства избирается на съездах совнархозов, а съезды совнархозов избираются вот из представителей местных совнархозов. То есть если это те самые люди, которых мы сами продвинули во власть, и они нам предлагают какой-то хозяйственный план, ну, логично согласиться и действовать по этому хозяйственному плану. Причем это не были какие-то вот популистские фантазии, это не была такая предвыборная заблекаловка, потому что как только большевики получают власть, они действительно начинают реализовывать эту программу, пытаться, по крайней мере. Значит, вводится рабочий контроль на предприятиях, начинается национализация банков, и вводится декрет о кооперировании,
весной 2018 года. Причем сейчас можно прочитать две версии декрета, которые утвердили, и проект. И Ленин с сожалением пишет, что вот утвержденный вариант — это был такой компромисс с тем, что он говорит, буржуазной кооперацией, но проект доступен, и вот как раз в этом проекте вот эти все идеи, о которых я рассказываю, можно прочитать. Почему компромисс с кооперацией, почему кооперация буржуазная? Потому что Ленин считал, как и с банками, что вот этот социализм коммун, его не надо будет строить вот на пустом месте. Основы для него были заложены в предшествующем развитии России как раз кооперативной сетью. Что такое кооперация? Мы сейчас находимся в здании облпотребсоюза, которое было построено в 20-е годы как раз для того, чтобы эту самую кооперацию развивать, как раз потому что считалось, что кооперация — это некоторая основа, на которой можно будет прийти к социализму. Мы чуть подробнее об этом поговорим попозже. Кооперация развивалась в России с XIX века как взаимодействие экономическое, низовое хозяйственных агентов, которые не были охвачены крупной промышленностью, либо такими крупными торговыми сетями. Проще говоря, есть деревня, и до этой деревни не доезжают частные торговцы, потому что дороги плохие, расстояния большие, а покупательская способность населения не очень высокая. И крестьяне этой деревни объединяются, опять-таки учитывают свои потребности, кому что нужно, и одного человека посылают в город. Купи нам, пожалуйста, вот на всю деревню, кому что нужно. Он приезжает и раздает. Через какое-то время выделяются специальные люди, которые занимаются главным образом этим. То есть они опрашивают там крестьян, берут у них деньги, если это авансовая торговля, приезжают в город на ярмарку, закупают, возвращаются в свою деревню, раздают кому что было нужно. Дальше выясняется, что они уже предъявляют такой спрос, что они могут уже не на ярмарку ездить, а они могут договариваться напрямую с производителями. Более того, поскольку это уже мелкий опт, они могут у производителей брать более выгодные условия, чем если бы это каждый крестьянин делал в отдельности. А дальше эта же сеть начинает работать в обратную сторону, когда крестьяне понимают, что они могут через нее сдавать на фабрики кожу, шерсть, на маслодельные заводы могут сдавать молоко. И оказывается, что это очень выгодно обеим сторонам, потому что в одну сторону, значит, крестьяне объединяются и продвигают продукты своего хозяйства, а в другую сторону они со скидкой получают товары промышленности. То есть всем хорошо. Возникает, значит, потребительская кооперация, это когда мы коллективно закупаем, и возникает производственная кооперация, это когда каждый там что-то у себя делает, а потом мы это сдаем. Дальше следующий этап, когда мы не просто там вот у меня есть излишки кожи, я их сдал, у меня есть излишки там молока, я их сдал, а уже начинаются заказы, начинаются целевые заказы от промышленности, и получается уже почти такая распределенная мануфактура, когда крестьяне продолжают сидеть каждый по своим избам, но они делают заказ, который вот они заранее знают, что они работают на конкретного потребителя. А когда ты работаешь на конкретного потребителя, это уже почти плановая экономика. Поэтому как раз многие социалисты там, разных толков, не только большевики, рассчитывали на то, что вот эту систему кооперации можно использовать как такой способ подключения широких масс населения, разбросанных по необъятным просторам нашей Родины, к такому вот единому плану, единому общественному производству.